Жил-был старый мельник, и было у него 3 сына. Когда мельник умер, он оставил сыновьям в наследство мельницу, осла и кота. Старшему досталась мельница, среднему осел, ну а младшему пришлось взять кота. Старшие братья смеялись над ним, но кот пообещал, что сделает богатым младшего брата, если тот даст ему пару сапог и мешок. Хозяин удивился, но просьбу кота выполнил. Кот тут же натянул на задние лапы сапоги, насыпал в мешок овса, закинул его за плечи и отправился на охоту. В лесу он раскрыл мешок, бросил его на землю, а сам спрятался в зарослях. Долго ждать ему не пришлось. К мешку прискакал любопытный заяц и влез в него, чтобы полакомиться овсом. А кот только того и ждал. Он выскочил из зарослей, затянул мешок, взвалил его на плечи и отправился в королевский замок. Король той страны был большой любитель вкусно поесть. Кот отвесил ему глубокий поклон, вручил зайца и сказал, что это подарок от его господина, маркиза де Карабаса. Король был приятно удивлен такому сюрпризу. Кот раскланялся, как настоящий дворянин, и отправился в путь. На следующий день он снова отправился с мешком на охоту. На этот раз ему удалось поймать 2 жирных куропаток. Король обрадовался, увидев очередной приятный подарок. Несколько недель подряд кот продолжал носить королю то куропаток, то зайцев, но своему голодному и исхудавшему хозяину он ничего об этом не говорил. Однажды кот увидел во дворе принцессу. Она была очень красивой. Кот сообразил, что она была бы прекрасной женой для его хозяина. И вот король захотел наконец-то познакомиться с маркизом. Кот ответил, что они могут найти его завтра на прогулке там, где мельница, а сам побежал во весь дух к мельнице. Увидев хозяина, кот сказал, что завтра нужно будет искупаться в речке, и тогда его жизнь изменится. На следующее утро только он влез в воду, как кот схватил его одежду и спрятал в кустах. В этот момент на дороге появилась королевская карета. Кот выскочил на дорогу и закричал во все горло: «Спасите! Помогите! Маркиз де Карабас тонет!» Услышав это, король приказал вытащить маркиза из воды. Сын мельника сильно испугался, когда 2 охранников стали силой тащить его из реки, где он нежился в теплой воде. Король приказал принести ему свой шелковый наряд. Сын мельника сначала было отказывался, но расшитая золотом одежда так ему понравилась, что он с удовольствием надел королевский наряд. Король пригласил его в карету, где сидела прекрасная принцесса. Сын мельника остолбенел, но без лишних слов сел в карету. Через минуту карета покатила дальше по полям и лугам, принадлежавшим великану-людоеду, который жил в огромном замке. Кот не терял времени и, что было духу, помчался впереди кареты в сторону луга, где в поте лица трудились жнецы. Он попросил сказать, что эти поля принадлежат маркизу де Карабасу. В противном случае злой людоед съест их. Прежде чем удивленные жнецы успели ответить, подъехала королевская карета. И когда король спросил, чьи это луга, они дружным хором ответили, что эти поля принадлежат маркизу де Карабасу. Тем временем кот отправился прямо в замок людоеда. С кошачьей ловкостью он перепрыгнул через каменную стену и пробрался в замок. Людоед сидел за большим столом, уставленным разными блюдами. Увидев кота в сапогах, он сильно удивился такой наглости. Кот начал дразнить великана и сказал, что тот не сможет превратиться во льва. Не успел кот произнести эти слова, как людоед превратился в огромного льва с лохматой гривой. У кота от страха душа ушла в сапоги, но он преодолел его и сказал, что людоед никогда не сможет превратиться в мышь. Страшный лев исчез, а на его месте появилась маленькая мышка. А коту только это и было нужно. В мгновение ока он догнал мышь, поймал ее и съел. В это самое время во двор замка въехала королевская карета. Распахнув дверцы кареты, кот учтиво поклонился и сказал, что рад видеть всех в замке маркиза де Карабаса.
Трудно сказать, кто больше онемел от изумления при этих словах, король или сын мельника, который уже вообще ничего не понимал. Кот отвел гостей к столу. В конце ужина король, наевшись до отвала, сказал, что маркиз и в самом деле очень достойный человек, поэтому с радостью отдаст свою дочь в жены. Принцесса была счастлива. Молодой, красивый, да к тому же богатый маркиз ей очень понравился. Вскоре они и свадьбу сыграли. Так сын мельника женился на принцессе и сделался принцем. Все они жили долго и счастливо, особенно кот, который гордо расхаживал по дворцу в высоких сапогах. В прекрасном замке жила королева. Родилась у нее дочь, о которой она мечтала. У ребенка были черные волосы и белоснежная кожа. Поэтому и назвали ее Белоснежка. Вскоре королева умерла. Недолго горевал король. Через год он привез во дворец новую королеву. Была она красивая, но злая. С собой женщина привезла волшебное зеркальце. Каждый день она любовалась в нем своим отражением и задавала ему один и тот же вопрос: кто красивее всех на свете? Зеркало всегда говорило только правду, поэтому оно честно восхваляло красоту королевы, и женщина сияла от счастья. Белоснежка росла, и с каждым годом ее красота расцветала все ярче. И вот в очередной раз, говоря с зеркалом, королева услышала в ответ, что теперь не она красивее всех на свете, а Белоснежка. Терпеть такое в собственном дворце королева не собиралась. Она приказала верному слуге завести принцессу в непроходимую чащу и убить. Но не смог слуга даже ради королевы убить милую девочку. Он привел принцессу в темный лес и отпустил. А сам вернулся в замок и сказал королеве, что выполнил ее приказ. Долго принцесса бродила по лесу, по дороге ей помогали всякие лесные обитатели. Белоснежка была очень добра к ним, и поэтому они сильно подружились. К вечеру принцесса случайно наткнулась на маленький домик. Она зашла в него и увидела, что в доме никого нет. На столе было накрыто на 7 человек, а в спальне стояло 7 кроваток. И все в этом доме было очень маленьким. Поэтому Белоснежка поняла, что здесь живут 7 маленьких человечков. После долгой и трудной дороги она прилегла на одну из кроваток и крепко заснула. Поздно вечером домой вернулись 7 гномов. Они сильно удивились появлению неожиданной гостьи. Спящая Белоснежка была так очаровательна, что гномы решили дать ей поспать и не стали ее будить. Наступило утро. Белоснежка проснулась, увидела 7 гномов и испугалась. Но они были ласковы с ней, и девочка рассказала о своей беде. Белоснежка им сразу понравилась, и гномы предложили ей остаться жить у них. Тем более, что она согласилась взять на себя заботы по дому, готовить еду, стирать и убирать. Каждое утро гномы уходили в горы добывать золото и драгоценные камни, а возвращались поздно вечером. Уходя на работу, они предупреждали Белоснежку, чтобы она опасалась злой мачехи и не открывала двери незнакомым людям. В это время королева, как обычно, отправилась в тайную комнату, чтобы поговорить с волшебным зеркалом. Но зеркало внезапно сказала, что не она красивее всех на свете, а Белоснежка, что принцесса по-прежнему жива и живет у гномов в домике. Королева сильно разозлилась и решила сама разобраться с Белоснежкой. Она отправилась в потайную комнату и приготовила там ядовитое-приядовитое яблоко. Было оно снаружи очень красивое, но если бы кто-то съел хотя бы кусочек, то непременно бы умер. Когда яблоко было готово, королева переоделась в старую торговку и пришла к дому гномов. Увидев милую старушку, Белоснежке стало жалко ее. Она ничего не заподозрила и вышла из дома. Старушка угостила девочку спелым яблоком и сказала, что если она съест это яблоко, то навсегда останется молодой и красивой. Белоснежка поверила ей, и только она надкусила яблоко, как упала замертво и перестала дышать. Довольная королева отправилась во дворец.
Вечером гномы вернулись с работы и увидели Белоснежку, лежащую на земле. Она не дышала. Они так громко рыдали и причитали, что их плач услышал прекрасный принц, который охотился в лесу неподалеку. Стало интересно ему, что это за вой такой поднялся, что распугал всех зверей. И когда королевич нашел дом гномов, то увидел Белоснежку. Она была такая красивая, что молодой принц сразу же влюбился в нее. Он уговорил гномов забрать ее с собой в замок, ведь там у него есть доктора, которые смогут вылечить Белоснежку. Гномы разрешили. Тогда королевич велел своим слугам нести принцессу на плечах. И когда они несли ее, случилось так, что слуги споткнулись о какой-то куст, и от сотрясения кусок ядовитого яблока выпал изо рта Белоснежки, и она очнулась. Увидев молодого принца, девочка тоже полюбила его и согласилась выйти за него замуж. На свадьбу они пригласили и злую мачеху. От злости, что Белоснежка еще жива и что теперь ее ждет долгая и счастливая жизнь, королева разбила волшебное зеркало и больше никогда в него не смотрела.